Алексис и Генри прожили вместе почти 40 лет. Их дом стоял на окраине Уэсбрука, неподалеку от густой лесной тропы. Небольшой деревянный дом с выцветшей краской и заброшенным палисадником, где Алексис когда-то выращивала вербену и розмарин. Жили они тихо, почти незаметно для других, без споров и суеты. Люди в этих местах знали их как сдержанную, немного отстраненную пару. Но у Генри была одна особенность, о которой все слышали: он никогда не позволял никому заходить в старый сарай позади дома. Потрепанное строение с проржавевшей крышей и мхом на стенах выглядело давно забытым. «Просто старые вещи и инструменты», — отвечал он, если Алексис спрашивала. Иногда она слышала, как он подолгу возится внутри. Шелест бумаги, легкий скрип досок, едва различимый голос. Но стоило ей приблизиться, дверь неизменно оказывалась запертой, а звуки затихали. Когда однажды ночью Генри неожиданно умер во сне от сердечного приступа, Алексис осталась одна. После скромных похорон в небольшой методистской церкви соседи подходили выразить поддержку, но она едва слышала их слова. Дом превратился в эхо, каждая деталь напоминала о нем, а за окном по-прежнему стоял закрытый сарай. Спустя несколько недель, в один серый осенний вечер, она решилась. Дрожа, перебрала связку старых ключей и открыла дверь. Скрип металла, запах пыли и бумаги. Внутри все оказалось совсем не таким, как она ожидала. На стенах висели десятки фотографий, почти все с ней. В саду, на кухне, на берегу озера в молодости. На столе лежал кожаный альбом, поверх которого был аккуратно положен высушенный цветок розмарина. Внутри письма. Ежедневные записи, признания, воспоминания, сожаления. Он писал для нее, о ней. Каждый день, год за годом. Сердце болезненно сжалось. Все, что казалось тишиной, оказалось скрытой любовью. Алексис не заплакала. Вместо этого на душе появилась легкость, как после затянувшейся бури. С тех пор сарай перестал быть тайной. Алексис убрала пыль, развесила фотографии, положила дневники под стекло. Над столом повесила табличку «Больше, чем слова». Люди стали приходить. Кто-то тихо стоял, кто-то вспоминал Генри с неожиданной теплотой. Одна молодая пара сказала однажды: «Мы тоже часто молчим. Теперь понимаем, что тишина может быть наполненной». Алексис улыбнулась и ответила: «Просто не забывайте любить, даже если трудно сказать это вслух». А вечером она открыла новый блокнот и написала: «Дорогой Генри, теперь и я расскажу тебе, как все было на самом деле. И как стало теперь». Сарай, когда-то хранивший тайну, превратился в место, где живет любовь. Без шума, без громких слов. Только мягкий свет, бумага, фотографии. И тишина, полная смысла. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.